Я, короче, там стояла, смотрела в зеркало, и потом 2 мальчика проходят. Я не знаю, они примерно моего возраста, наверное, в том же 8 классе я тогда была. Они тоже в 8 классе, наверное, были. И, короче, потом я на них смотрю, они уже тогда странно смотрели на меня, еще улыбались так. Я думаю, что ненормально. Потом пошла в сторону раздевалки, когда уходила, короче, спиной к ним была. Они подошли, а один из них меня просто по жопе ударил. Прям сильно ударил. И потом еще, когда я рассказала об этом учительнице, она сказала, что это я сама виновата. Да, она сказала, надо было нормально одеваться, если бы ты нормально оделся, тебе никто там ничего не сделал бы. Типа ты идешь по улице, и опять та же тема про одежду. Да. Типа если ты в шортах, в юбке, то обязательно бабушки, особенно бабушки, они вставят свое мнение и скажут типа «Уялмайсымба», там «Маскара», что за невоспитанность, типа, почему такая короткая одежда. Вот я ненавижу наш менталитет очень сильно, вот эти все традиции там. Девочка должна, девочка будущая мать, девочка должна быть тихой, спокойной, ей нельзя дышать, ей нельзя одеваться вот так, ей надо вот так делать. На улице мальчики ходят, там вот щечень, мещень, где матерятся же прям очень много, ходят, плюются или просто ведутся как дикари, и всем на это все равно, а если девочка там громко будет смеяться, то это уже... Типа, яд, масхара, ее не воспитали, подними. Вот мы ему там задали вопрос, почему вообще девушка может типа прибегнуть к насилию, почему ее могут изнасиловать. Но потом он начал нести такую чушь, что мы прям мы офигели реально. Мы просто вот так вот смотрим на него, и мы прям думаем, ты точно намаз читаешь, или ты просто прикрываешься этим? Потому что он там начал нести чушь о том, что если кобыла этого не захочет, то к ней никто не притронется. Поэтому многие подростки прям очень сильно хотят уйти из Казахстана за границу, чтобы вот с таким не сталкиваться. Да. Раздражает уже. Именно те, кто вставляет свои 5 копеек, это именно женщины, бабушки именно старые. Типа они говорят, ты будущая мама, поэтому научись делать это или научись делать то. И если я начинаю говорить, что я не выйду замуж, типа я уеду за границу, буду заниматься своим будущим и типа буду работать, они сразу такие, да кому ты там стелишь, ты все равно там будешь килинкой, будешь мамой, будешь носить платок, будешь там готовить, и если ты не будешь все это уметь, то типа все эти недовольства придут твоей маме. Если вот так вот сидеть будет не очень... Если вот так вот сидеть не очень... Я просто хочу сидеть так, что... Почему прям микрофон не прям близко? Вот ты прям вот так вот сидишь. Давай. Ой, Всем привет. Вы на канале Гуля Кош. Всем привет. Это первый эпизод подкаста Why We Like This. Меня зовут Нагима. И здесь мы будем говорить о том, о чем обычно не говорят подростки на камеру. А это про тревожность, ментальное здоровье, социальные проблемы Казахстана и многое другое. Я не эксперт и не психолог, и люди, которых я зову в гости, тоже не эксперты. Это обычные подростки Казахстана. В сегодняшнем выпуске я позвала свою подругу Гульнас. Всем привет! И сегодня мы поговорим про разные темы, так что если все, что я сказала, тебе близко, то оставайся. Первый вопрос, который я хотела бы задать. Как тебе вообще ходить в школу? Нормально, по идее. Это как рутина обычная. Типа, понимаешь, что это просто обязан идти в школу, поэтому ты идешь туда. По идее, нормально, но иногда прям устаешь, особенно зимой, когда холодно, когда тебя заставляют идти в школу, еще когда не выспался, это вообще ужасно. Да. А так, в принципе, пойдет. А что первое приходит тебе в голову, когда ты думаешь про школу? Что надо терпеть? Учителей, давление, стресс, постоянные замечания, то, что все это надо просто потерпеть. Тем более последний год остался, и все. Потом уже просто университет, и всего это не будет. Да. А ты утром просыпаешься с желанием идти в школу или нет? Нет. Это сказала, да? Очень редко, когда я с желанием просыпаюсь. Да. Я просыпаюсь с желанием, если только какие-то такие особенные дни, например, день управления, самоуправление, либо праздники, осенний бал там. Да. Только в таких случаях я иду с желанием. А так обычно это просто надо идти, и все. Да, я тоже. Тем более еще утром краситься, собираться, это вообще ужас. А что делают школу утомительной помимо всего этого? И учебу тоже? Утомительные учителя. Единственное, что делает учебу утомительной, это учителя. Особенно по математике,
по литературе. Если бы не учителя, то не было бы такого сильного давления, постоянных замечаний, упреков. И без этого без учителей учеба было бы нормальнее, если бы мы там через электронные что-то занимались. А что тебе говорят дома, когда ты получаешь плохую оценку? Ну, я плохие оценки не получаю вообще. Но если я получаю меньше, чем ожидаемо, то дома мне ничего не говорят. Они, наоборот, поддерживают. Типа, особенно мама. Она говорит, может, ты просто устала, надо отдохнуть, типа, дай себе отдохнуть, и потом начнешь заново, и получится лучше, чем было. Вот. Но на меня никак не давит, типа, надо было стараться лучше, ты просто ничего не делаешь, мне такого никогда Да, у не меня было. то же самое. То же самое. Ты умеешь отдыхать, или тебе кажется, что когда ты отдыхаешь, ты непродуктивная или ленивая? Ну, когда я отдыхаю, у меня есть чувство вины, но я просто продолжаю отдыхать с чувством вины. А я то же самое. Ну, типа, в частных случаях я отдыхаю, и у меня есть чувство вины, и в частных случаях я ничего не делаю, но иногда бывает такое, что я начинаю делать что-то новое. Типа, учить слова, новый язык, начинаю интересоваться им, но потом в большинстве случаев я просто это все заканчиваю делать быстро. Вот. Ну а так, ну прям сильного чувства вины нету. Типа, мне кажется, что я нормально достаточно делаю, поэтому я могу отдыхать. У меня такое бывает, когда вот целый день ничего не делаю, у меня прям жесткое чувство вины. Да, особенно когда на выходных, типа, целый день уже прошел вечером, и потом я лежу дома, блин. Да. А я вместо чтобы лежать, могла там английским заниматься, кайлаться готовиться или SAT готовиться. Но потом я понимаю, ну ладно, весь день прошел уже, что я могу изменить. А ты когда-нибудь плакала в школе? В туалете или вообще в классе? Да. Ну, в туалете нет редко, а именно в классе я часто плакала из-за учителей. Типа, они там могли как-то перед классом опозорить. И еще я вообще слезы не могу сдержать, я сразу начинаю плакать. Вот. И в классе, ну, я прям часто плакала, из-за учителей только. А так, чтобы из-за одноклассников или из-за чего-то другой причины, вообще нет. Чисто из-за учителей и все. Я из-за учителей никогда не плакала. Да, ну бывало пару раз, но в основном в школе я плакала только из-за друзей, может быть, типа несправедливого отношения, такое же бывает. Мне было однажды такое, что типа вот как раз-таки в этой школе, в нашей школе, когда я только перевелась в эту школу, у нас был урок труда, и у нас же в отдельном классе этот урок проходит, Да-да-да. и со мной никто не хотел сидеть. И я просто, ну я не плакала, ну чуть-чуть поплакала, но мне было очень грустно, и я просто вот так вот легла, и, ну я не знаю, тогда я хотела привлечь внимание к себе. И, короче, Заплакала? да. Потом еще было такое, когда я в туалете плакала. У меня было из-за одного случая, короче, вот этот есть же кабинет труда, и раздевалки еще рядом. И там было же зеркало, которое вот так вот идешь, и там зеркало такое стоит, и потом поворачиваешь туда. Я, короче, там стояла, смотрела в зеркало, и потом два мальчика проходят. Я не знаю, они примерно моего возраста, наверное, в том же, в 8 классе я тогда была. Они тоже в 8 классе, наверное, были. И, короче, потом я на них смотрю, они уже тогда странно смотрели на меня, еще улыбались так. Я думаю, что ненормальные. Потом я, ладно, дедом проигнорила. Потом пошла в сторону раздевалки, когда уходила, короче, спиной к ним была. Они подошли, а один из них меня просто по жопе ударил. Прям сильно ударил. И потом я когда уже посмотрела назад, я еще тогда была терпила, я ничего им не сказала. Вообще ничего. Даже просто там не закричала. Я просто стояла, молчала, смотрела им вслед, я не знаю, что мне сделать. И я просто обратно пошла в раздевалку и сидела там. Я сначала вообще не плакала, но потом, когда пришла Гаухар, Медина, и начали меня спрашивать, что случилось, потому что я сидела без настроения, у меня тогда уже все, слезы потекли. И потом еще, когда я рассказала об этом учительнице, она сказала, что это я сама виновата. Да, она сказала, надо было нормально одеваться, а если бы ты нормально оделся, тебе никто там ничего не сделал бы. Ты что, дура? Ненормальная. Вот это, мне кажется, самая главная проблема Казахстана, Вот когда именно. думают, что во всем виновата девочка. И одежда. Да. Ну, по идее, это сами они были виноваты, что Вот именно. так сделали. Они просто невоспитанные. А есть вообще учителя, с которыми можно поговорить нормально? Ну, в нашей школе нет учителей, которым можно доверять. Ну да. Ну, можно поговорить просто, но не о чем-то личном. Вот. Если ты там можешь что-то сказать, они по-любому могут тебя как-то упрекнуть или Да. свое мнение вставить, и нормально ты поговорить не сможешь. Максимум, наверное, только с молодыми учителями,
которые новенькие приходят же, вот с Да. ними можно поговорить нормально. Но тем более, они тоже там, у них своя работа, они часто заняты, и у них просто нет времени с нами разговаривать. Ну, есть такое, когда учителя могут рассказать родителям то, что ты им рассказывал. Да, Такое вот я бывает. этого боюсь. К примеру, она сказала что-то нашей старой классной руководительнице, и она рассказала это ее родителям. Да. Ема. А там что-то прям секретное было, да? Да. Которые не должны были знать родители. Ну, и не только многие, типа, вообще многие рассказывают учителям, они могут рассказать твоему У меня тоже твоим была такая родителям. ситуация с Гульназ, Кушкимай Гульназ. Мгм. Она тоже учительница по казахскому языку, которая такая маленькая ростом. Мгм. Она ей рассказала кое-что, что вообще никто не должен был знать. Мгм. Она это пошла и именно тому человеку, который не должен был это знать, рассказала. Да, она усики, короче, просто разносит по сторонам. И после этого вообще доверять учителям. Которая? Или Не, какая? которая рядом с ней ходила же такая, в очках, короткая такая. Ну, короткая, низкая. Вообще все равно на всякие усики, она чисто Ну при да, себе держит и да. все. Что бы ты поменяла в школьной системе? Я бы убрала ненужные уроки. Например, если гуманитарный класс, то оставила только гуманитарные предметы, потому что зачем гуманитарцам физика, химия, Да. математика, зачем это им надо? Да. Вот. И то же самое с химбио или физматами. Им можно убрать там литературу, историю, всемирную. Но если так посмотреть, то все равно нужны эти предметы, потому что мы все равно будем в ЕНТ сдавать. Но мы можем просто дополнительные курсы купить, чтобы в школе мы лишнее время не Да, задерживались. да. Я бы еще брала домашку. Реально. Типа можно было сделать так, чтобы внутри класса давали задания всякие. И мы это внутри класса сделали, а дома мы отдыхали просто и все. Мгм. Либо если домашнее задание, то что-то интересное, а не просто с книги Да. брать, списывать. Там можно было бы что-то нарисовать. Мгм. Ну, нарисовать не там просто как ИЗО какое-то, а просто что-то интересное, то, что тебе надо, тебе интересно. Либо что-то устное, не как вот эти пересказы по истории, а что-то по своей Да. теме. Вот это было бы интересно. Я бы еще убрала бы таких старых учителей, которые давно работают. Потому что они бывают такие, ну, вообще У них несправедливые. СССРские Да, понятия, да. свои вот эти старые привилегии, вот эти вот, как это называется? Стандарты свои Да. СССРские вставляют куда не надо. Но с другой стороны, новые учителя, вот молодые, тоже какие-то странные. Они бывают Такие, строгие Да. и еще такие типа требовательные, и как будто они свою работу не очень выполняют. Да. Как будто они просто сидят, готовый материал в ноутбуке включают просто его, Мгм. и они сами просто сидят, и мы смотрим этот урок, ничего не понимаем, они сами нам ничего не объясняют, и все. Да. И вообще в нашей школе проблема то, что русскоговорящих учителей вообще нету Да. нормально. Там биология, химия, они все не знают русский язык, а это именно те предметы, которые мне надо. Мгм. Слава богу, я просто сама понимаю эти предметы, но они объясняют ужасно, прям, особенно по биологии. Мгм. Как ты реагируешь, когда в школе игнорируют важные темы? Ужасно, меня это бесит. Когда, например, мы там разговариваем о политике или что-то еще, когда мы вставляем свое мнение, Да. учителя просто не слушают прям вообще. И, ну, это бесит сильно. Типа, это Да. несправедливо. Учителя чисто свое оставляют, а когда ученики разговаривают, они их не слушают. Хотя, по идее, они должны, наоборот, слушать, прислушиваться и дальше общаться на эту тему, слушая мнение ученика, чтобы ученики могли разговаривать и устно вести диалог. Мгм. Вот, они просто типа, «Ну, ты еще маленький, и все. Да. Это ужасно. Тебя злит, когда взрослые обсуждают твой внешний вид? Да, очень сильно. Меня злит то, что они считают это нормальным, то, что они могут просто взять, осудить тебя, и типа им ничего за это не будет. Они просто думают, что это нормально, что они могут какого-то человека, которого они даже не знают, особенно в Казахстане это нормально. Типа ты идешь по улице, и опять та же тема про одежду. Да. Типа, если ты в шортах, в юбке, то обязательно бабушки, особенно бабушки, они вставят свое мнение и скажут, типа, «Уялмайсың ба», там, «Масқара», что за невоспитанность, типа, почему такая короткая одежда. Еще они, ладно, если только про одежду, но они еще на личный переход, типа, невоспитанная, походу, мама не учила тебя, или там распутная, типа, еще, это прям ужасно. Меня бесит, что они считают это нормальным. Тоже. Я учительно злюсь, когда мне это говорят. Мне один раз Надежда Андреевна говорила, чего у тебя такие щеки красные? Ты тени намазала на свои щеки? Это ужасно. Капец. Ну, типа, она сама выглядит как овца,
Овца, в смысле, типа, у нее волосы такие прям Да. большие. Ей же никто не говорит, вы выглядите как овца. Типа, а еще для меня странно то, что если мы говорим что-то взрослым людям про их внешность, это значит, что мы невоспитанные Да. и типа не имеем уважения к старшим. А если они нам что-то говорят, то это нормально, потому что они просто старше, они знают лучше, и они нас Да. учат. Вообще это Дебилизм. большая проблема, что старшие считают, что наше поколение потерянное вообще. Хотя на самом деле наоборот это. Ну, по идее, потерянное поколение — это те, кто вот маленькие дети на улице же ходят, матерят тебя. Да, Вот да, это да. потерянное поколение. Мне кажется, мы самое нормальное поколение. Да. Вот, вот, Начиная с 9-го года. да. А вот, которые младше, это ужас. Да. Они все вот эти iPad Kid, Да. что ты скажешь, они сразу тебя 3-тонным матом тебя польют там на улице. И не только на улице, в любом месте. Еще их родителям вообще нормально это. Они вообще не против того, что они матерятся. К примеру, у меня есть двоюродный брат, он вообще жестко матерится. И я у него спрашиваю, типа, тебе мама разрешает материться? Он говорит, да. Типа, она говорит, главное матерись, типа, главное не матерись дома, а матерись вне дома. Если ты материшься вне дома, это нормально, но только при мне не матерись. Наоборот, Да. если дома это нормально, типа Да. при своих людях никто не будет слышать, а на улице это ужасно же. Ты ведешь себя как дикарь какой-то. Еще родителям реально просто все равно. У меня, когда я работала в кафешке, там же детская есть, и туда приходили мамочки с, ну, прям очень много детей. Как обычно в Казахстане это явно обычное дело. Там молодая женщина маленькая, и у нее там 6 детей. Она вышла, все ее 6 детей пошли в эту игровую. Они эту игровую так прям разломали там игрушки. Они еще сломали сам шкаф, где игрушки хранятся, там разрисовали вот этот ковролин, который там постелен. И мама это все видит, и ей просто все равно. То, что ее дети себя как дикари ведут. И когда мы им делаем замечания, они начинают на нас агриться, типа, почему вам вообще волнуют мои дети? Типа, это мое дело, я их мать. А когда ты чувствовал, что тобой пренебрегают, потому что ты младше, просто потому что ты маленькая? В школе чаще всего. Ну и дома бывало несколько раз. Типа, если они там обсуждают какие-то серьезные темы, и я пытаюсь ставить свое мнение, даже если я правильно говорю, они просто не слушают, и потом другой взрослый говорит то же самое, и они с этим соглашаются. Да. И типа мне просто кажется, что они не воспринимают всерьез меня из-за того, что я маленькая. И они точно так же говорят, в школе особенно. Типа, если мы там с классом что-то делаем, и я предлагаю какую-то идею, никто не слушает, именно из учителей. И потом, если ту же самую идею говорит учитель, то другие учителя такие, да, это так можно, это классная идея. Я такая, а я типа не то же самое говорила, да? И они объясняют это тем, что я просто маленькая, и типа это несерьезно. У меня просто маленький мозг, типа из-за того, что я не взрослая еще, из-за того, что мне нет 30, они думают, что я не умею мыслить здраво. Что ты чувствуешь, когда к девочкам относятся, когда к мальчикам относятся мягче, чем к девочкам? Ужасно, я вообще ненавижу эту тему. Да. У нас в Казахстане это очень самая проблемная тема, потому что у нас менталитет, во-первых, такой. Вот я ненавижу наш менталитет очень сильно, вот эти все традиции, там девочка должна, девочка будущая мать, девочка должна быть тихой, спокойной, ей нельзя дышать, ей нельзя одеваться вот так, ей надо вот так делать. И типа, если в школе там мальчик получит 4, то ему скажут там, ну он же старался. Да. А если девочка получает 4, то ей говорят, надо было стараться лучше. И тем более еще в школе, когда мальчики громко смеются или разговаривают, им ничего не говорят. Да. Типа, ну ладно, они мальчики, типа, они себя так ведут. А если мы, девочки, так себя ведем, они говорят, типа, вам не стыдно, вы же девочки, вы что такие невоспитанные, что такие громкие? И, типа, когда мы говорим, а мальчикам нормально, то, что они так громко себя ведут, говорят, ну, они же мальчики, а вы девочки, это ужасно. И еще, когда вот сидим, там какие-то праздники, мы с родственниками все собрались, прям в одном доме все родственники почти собрались, и мы все сидим за дастарханом, все кушаем, там общаемся, все окей, но потом, когда надо собирать стол, все мальчики просто встают, как будто они ничего не ели, и просто уходят. И взрослым это нормально. Я помню, я один раз сказала, типа, а почему не убирают мальчики? Они говорят, а почему не должны? А почему мы должны? Вот ты, почему я должна?
Вот и там вот одна женщина была, она меня так взбесила, она просто говорит, ну, а для чего здесь девочки сидят? Ужас. Я думаю, чуть-чуть больная, что ли? Мы что, уборщицы? Мы все как уборщицы пришли? И я еще ничего не могу сказать, потому что если я что-то и скажу, то это значит, что меня хорошо воспитали. Нехорошо воспитали, точнее. И потом все слова недовольства будут приходить маме, а я не хочу, чтобы маме что-то кто-то говорил. Вот, поэтому просто нету выбора, ты встаешь и собираешь это. Это прям очень сильно бесит. У меня мама тоже это очень сильно бесит. Она всегда, когда мы сидим за столом, и мальчики собираются уйти, она такая, отор. И все. Кстати, у таких женщин обычно рождаются такие сыновья, которые говорят: «Woman, ты должна у плиты стоять, да, что-то там такое». Woman moment. Да. Больные. Они вырастают этими маменькими сыночками, и потом просто, когда они ищут жену, они себе вторую маму ищут, которая будет за ним убирать, стирать, готовить им, носки их там собирать. Ну, просто реально как вторая мама. Я до сих пор с этим сталкиваюсь же. Все, мне кажется, до сих пор с этим сталкиваются. В любом месте просто, в автобусе, в школе, там, между родственниками, просто на улице, когда идешь. Это ужасно. Типа, на улице мальчики ходят, там, вот щечень, мещень, где матерятся же прям очень много. Ходят, плюются или просто ведутся как дикари, и всем на это все равно. А если девочка там громко будет смеяться, то это уже типа яд, масхара, ее не воспитали, подними. Меня это очень сильно бесит. Что ты слышала от мужчин о женщинах, что тебя шокировало? У меня есть одна история, когда мы с Алиной и Гульназ пошли раздавать листовки. Мы тогда волонтерили, короче. И мы возле мечети встретили одного мужчину, намазхана. Он прям с головным прибором, который в этой мечети носят, ходил. Мы его приостановили, и как раз тема была о женщинах, о насилии, типа о том, что женщины сталкиваются с насилием, и вообще почему так часто насилие происходит в Казахстане. Вот мы ему там задали вопрос, почему вообще девушка может типа прибегнуть к насилию, почему ее могут изнасиловать. И он сначала начал говорить про пророка, типа про ислам, короче, нам начал говорить. Ну это ладно, мы просто слушали, нам было интересно. Но потом он начал нести такую чушь, что мы прям мы офигели реально. Мы просто вот так вот смотрим на него, и мы прям думаем, ты точно намаз читаешь, или ты просто прикрываешься этим? Вот, потому что он там начал нести чушь о том, что если кобыла этого не захочет, то к ней никто не притронется. И типа, если ее изнасиловали, значит, что она сама на это напросилась. Он еще называет женщин кобылы. Он еще там плохое слово сказал на С-У-Ч-К-А. Вот это сказал. И мы типа думаем, а как ты тогда с таким грязным языком можешь говорить о пророке и про Аллаха? Типа, если ты читаешь намаз, то ты должен соответствовать всем критериям. А он просто как будто прикрывается этим, но тем самым он женоненавистник, прям это было очень сильно видно. И он даже нам сказал замечание, 15-летним подросткам, маленьким девочкам, он сказал, если вы будете вот так вот с распущенными волосами, с макияжем ходить, то вы тоже можете прибегнуть к насилию, типа, вас тоже могут изнасиловать. Мы стоим такие, в смысле? Типа, короче, одним словом, мы виноваты, да? Да, он так и сказал, то, что женщины сами виноваты, если их насилуют. И он сказал, мы там еще был вопрос, типа, кто чаще всего, типа, кого чаще всего дома избивают. И он говорит, ну, женщин, конечно, они же часто ошибки совершают. Типа, если ее ударили, то значит, она сама виновата, значит, она спровоцировала своего мужа. И типа, если ее бьют, то она должна молчать об этом. Потому что секреты должны сохраняться внутри дома, и никто не должен об этом знать. И она должна терпеть. Мы думали, типа, из-за того, что он намазхан, типа, ну, я думала, что у него будут нормальные ответы такие, какие должны были быть. Да. Но он прям полностью противоположностью оказался. Мы тогда офигели, мы просто стали вот так вот смотрели на него. Ужас. Там еще Гульназ уже начала ссориться с ним прям. Она так агрилась на него. И мы с Алиной говорим, нету смысла. С ним спорить нету смысла. Типа, он все равно будет на своем стоять, со своим вот этим ужасным мышлением. Пусть просто так остается, типа, не надо на него нервы тратить. Типа. И мы как-то мы от него отошли, потому что он так много разговаривал. Еще мы тебе говорю, все, у нас времени нету. Это были просто быстрые вопросы. А он там дальше, там женщины сами виноваты, они должны то, они должны это, они не должны так делать, вот так делать не должны. По идее, в исламе, наоборот, написано, что
нужно девушек, наоборот, уважать. Да. То, что эти парни должны постоянно там что-то стараться, работать и так далее, а женщина должна максимум просто убираться, следить за детьми и все. А все остальное должен делать мужик. Всё. Да, типа в исламе нету вообще ни единого плохого слова о женщинах. Да. И типа там некоторые мужики, особенно в Казахстане, прикрываются тем, что в Коране там якобы было сказано о том, что женщин надо бить. Хотя такого вообще нету в исламе, вообще. Да. В Коране о том такого вообще не говорится. Типа, ну, в Казахстане мужики чисто прикрываются исламом, чтобы они там в рай попали, типа Да. они чистые, типа они правильные. Но на самом деле у них мышление просто ужасное. Ужасное прям. Это дизлайк. Что ты чувствуешь, когда слышишь о таких делах, как Салтанат Накенова, вот то, что вот этот суд? Несправедливость вообще, очень сильную несправедливость. Потому что, ну вот дело Салтанат Нукеновой, Ратхан Жерлиолсын, должны были сразу закрыть тем, что его, вот этого Да. Бишимбаева, должны были за решетку. Нет, они это дело растянули прям максимум настолько долго, насколько они могли. Да, и столько судов провели. Да, и Не типа нужно. там адвокаты, они такие ужасные вещи говорили про Салтанат, типа пытаясь сделать так, будто это она сама виновата, как обычно. И они говорили, что она пьет, хотя это нормально, все пьют, и мужчины, и женщины пьют, что в этом такого? Типа она же не прям в стельку там ходила, Да. просто там, может, она расслабиться хотела, и поэтому выпила, и все. Вот, но они сразу там ищут причины, чтобы жертву обвинить, как обычно в Казахстане всегда жертву обвиняют. Вот. И в целом, типа, все доказательства были о том, что именно Бишимбаев ее убил, как он ее Да. избивал, как он ее за волосы там тянул, все это было видно на камере прям четко. И вот это одно доказательство должно было быть причиной, чтобы он сидел за решеткой сразу Да. прям. И не на 2-3 года, как обычно у нас в Казахстане дают, не знаю, там, может, на минимум 30 лет Да. за то, что он лишил жизни человека. Невинно. Жену свою тем Еще он более. такую чушь нес Вот просто. именно. Он пытался обвинить мертвого человека. Да. Человека, которого он сам убил, он пытался сам обвинить этого человека. Он настолько гнилой. И мама его тоже такая гнилая прям. Это ужас. И адвокаты прям очень некомпетентные такие. Ой, сори. Они прям такие аргументы говорили, Да, вообще не нужно. которые чисто унижали просто Салтанат и все. Мгм. Это ужасно. И тем более самое ужасное то, что они прислушивались к этим аргументам, и из-за этого вот этот суд длился так Да. долго. Это вообще капец. И мне все равно кажется, что даже если сказали, что его закрыли за решеткой, он где-то там отдыхает все равно. Это по-любому Да, так, такие потому есть, что мне кажется. он же шишка, Да. там чиновник, кто он, не знаю вообще, кто он такой, но он кто-то главный, и поэтому ему ничего не будет по-любому. Мне не нравится, что в Казахстане, когда что-то происходит, там убийство, насилие, на это просто закрывают глаза и нормально, то есть на очень короткое количество времени закрывают решетку кого-то. Да. А там, например, если вне Казахстана есть доказательства, все сразу за решетку. Да, А у нас это и очень наоборот. сильно это оттягивают. У нас еще много такого, как коррупция. Да. Деньги даешь, все сразу. У нас везде просто коррупция, везде. Да. В школах, в обычных забегаловках даже, маленьких, то есть там тоже коррупция. Типа, недавно был случай, я не знаю, это правда или нет, это достоверная информация или нет, но о том, что чиновник там главный, он, короче, изнасиловал девушку, и ее закрыли на 6 лет Да, я за помню. решетку. Да, я слышала. И это тоже все коррупция, типа он там просто там деньгами все решил, и как-то адвокаты сделали так, чтобы женщина была в этом виновата, и как обычно жертва остается типа в углу виноватой, хотя сам виновник, он просто на свободе ходит. И если сам чиновник у нас насилует женщин, то какой будет народ? Обычный народ. Да. Типа они такой пример подают народу, особенно мужчинам. Еще у нас в Казахстане мужчины такие странные. Типа если кто-то главный будет что-то делать, они будут за ним повторять. И типа если чиновнику ничего не было, они будут думать, если ему ничего не сделали, значит мне тем более ничего не сделают. Да. Это вообще ужасно. И так у нас будет число насильства расти. Поэтому многие подростки прям очень сильно хотят уйти из Казахстана за границу, чтобы ну, вот с такими не сталкиваться. Ну, Да. раздражает уже. Как думаешь, почему подростки хотят уйти из Казахстана? Ну, кроме этой причины. Из-за того, что у нас в Казахстане
У нас университеты хорошие, но там тоже коррупция, и типа вот дети богатых людей, Да. они могут просто подкупить себе документ, забрать место человека, который старался своим умом, который набрал балл больше, чем он сам, вот этот ребенок из богатой семьи. Но им будет все равно, они чисто купят диплом, будут притворяться так, будто они сами этого добились, а тот, кто старался своим умом, он просто остается в сторонке, и у него нету будущего, потому что он не получил то, что он должен был получить. Да. И поэтому многие подростки боятся такой же судьбы и сразу целятся за границу, чтобы не остаться в Казахстане и не столкнуться с такой же ситуацией. Да. Ну еще и образование тут, я бы не сказала, что Да, хорошее. хромает. Вот Да. только единичные университеты у нас хорошие, там Назарбаевский. Назарбаевский, да. Да. И еще какие-то, ну я даже не знаю особо университет Казахстана. Да. Я только вот Назарбаевским и интересуюсь, а остальные просто вот так вот глаза у меня на них закрываются. Еще там в Назарбаевском, не как в других университетах, там Назарбаевский, он, в принципе, как и зарубежный университет. Да. Туда вот SAT, IELTS, NUET нужен. И, в принципе, там коррупции, такой темы я вообще не слышала в Да. Назарбаевском. Поэтому такой довольно доверчивый университет, единственный хороший, по моему мнению, в Казахстане. Вот. А так, если бы его не было, то я бы тоже сразу за границу целилась, потому что, ну, по-любому коррупция будет, и ты не сможешь достичь того, чего ты достоин. Еще я слышала, вот одна девочка в ТикТок выложила, ну, вообще весь интернет выложила видео, где она говорит, что неправильно поступили там, когда было наводнение в некоторых городах, и раздали, короче, грант тем, кто столкнулся с этим наводнением, бесплатный грант, и тем, кто заслужил этот грант, не отдали. Да, это вообще несправедливо. Они же могли предусмотреть, типа, если они предоставляют другим детям, которые вообще даже не подавались гранты бесплатные, то и тем, кто заслуженно получил достойно этих грантов, они тоже должны были выделить место. И типа это вообще несправедливо. Они подставили студентов, потому что у них просто нету выбора, куда теперь идти, потому что все, они типа целились на этот университет, они уже думали, что все, они получили грант, они будут там обучаться, а в итоге они прям впритык отдают эти гранты другим, и у тех, кто остался без гранта, у них просто нету выбора теперь, куда идти, и они просто так, получается, потратят свои 2-3 года, чтобы найти другой университет и подготовиться к нему. Да. Это ужасно. Я так часто говорю, это ужасно. Потому что реально это все ужасно. Что тебе говорили из серии «Ятпулат»? На абсолютно любое мое действие говорят «Ятпулат». Особенно, если я нахожусь на улице, как обычно. Типа в магазине, если я что-то не так сделаю, сразу «Ятпулат». Чаще всего мне говорят «Ятпулат», если я громко смеюсь, если я перечу взрослым, или если я, не знаю, там, немного скажу плохое слово, они сразу «Ятпулат», «Уялмайсың ба», или если я ношу короткое, сразу «Ятпулат». Ну, короче, любое действие в Казахстане, особенно если девушка это делает, это сразу «Ятпулат». Мальчикам обычно такое не говорят. Я вообще не слышала, что вот мальчику кому-то говорят «Ятпулат». Да. Вот только единичный случай сейчас есть, когда вот молодые женщины, вот они рождают детей, и у них, если сыновья рожаются, вот они им говорят сейчас, типа вот, «Ятпулат, лучше не надо, веди себя прилично». Но это только вот новое поколение, которое идет. А вот старые, вот эти, которые старые бабушки, мамы, они сразу, типа, не в мальчике видят проблему, а в девочке. Да. И еще, к примеру, когда, например, вот меня очень бесит вот эта традиция, когда вот умирает человек, ты зовешь гостей, и целый пир прям устраивают из-за этого. Это же неправильно, то, что так делают. К примеру, в Корее там, ну ладно, в Корее, к примеру, просто сидят и пьют, и все. Им не делают там какой-то пир и так далее, да. Вот у близких вот того умершего не будет времени на то, чтобы там, не знаю, все это организовать, все это приготовить. Да, и у них умер близкий человек, зачем делать это, зачем готовить, зачем накрывать стол ради других. Просто пришли, там сказали, мне очень жаль и так далее, и все, и ушли. Зачем кушать? Я от этого понять Вот не могу. именно. И еще, когда вот устраивают садака, вот эти все темы, там люди даже могут сказать жалобы
Типа, Да. почему этого нету? Как они не стесняются это говорить? именно. Типа, они пришли на садака, они пришли, там человек умер, Да. они приходят и жалуются насчет еды. Они вообще ненормальные. Типа, они не думают о человеке, у которого умер близкий человек, Мгм. и каково ему будет слушать жалобы об еде, когда у него умер близкий человек. Мгм. Это вообще ужасно. И вообще я не понимаю эту тему. Там обычно, когда садаха устраивают, там же обычно люди, те, у кого погиб, делают все это. Да. И типа им же и так-то тяжело все это устраивать, и потом после них собирать. Но если они этого не сделают, то сразу начнется эта тема и отпулат. Да. Типа они не сделали садака, они не знают традиции Казахстана, они не знают наши традиции, типа, ну, и отпулат будет. Мгм. Поэтому, типа, они это делают, они устают, и, ну, у них выгорание же начнется реально. Мгм. Типа, это ужасно. Зачем делать садака? Я понимаю, если бы они просто пришли, прочитали молитву, Да. и там, может, не знаю, ну, немного там что-то поели, перекусили просто, Мгм. и потом уже ушли. Но они прям садахата так сидят, еще и веселятся. Да. Там еще дети ходят, бегают, Мгм. веселятся, орут. И мужчины тоже пьют, и там всякую чушь несут. Мгм. Девушки тоже там у сектисы, просто как будто они пришли в ресторан, собрались просто повеселиться. Да. Хотя на самом деле это поминки. Я еще считаю, что нужно приглашать именно тех родственников, которые были близки к умершему, Да. который общался именно с ними, а не просто рандомных, дальних родственников. Ну, мне кажется, это не очень, типа, Да. звать их. Реально, зачем их звать? Типа, у нас обычно всегда, когда людей собирается очень много, там, может, 50-60 Да. людей, хотя на самом деле могли позвать 15-20 именно самых близких друзей, Мгм. людей. Вот. Так было бы нормально. И, типа, не было бы такого шума, и вот эта тема, что все смеются, когда человек умер. Мгм. С какими еще обычаями ты не согласна? Когда вот девушка выписывается с роддома, Да. беременная девушка выписывается, и как обычно вот эта традиция начинается, то, что вот она выписалась, это классная новость, они все родственники, которые приехали в больницу, едут домой к жениху и невесте. И там невеста должна накрыть им стол, приготовить еды, всем чай наливать, Да. всем енешкам, которые приходят там поклоняться. Это, они не представляют, как женщине тяжело. Она Типа, только выписалась. вот именно только выписала, только родила человека, блин. Она только родила целого человека. Да. Ей будет тяжело, а им все равно, они типа еще. Если женщина, я помню, был случай, я в ТикТоке слышала историю, то, что женщина сразу сказала: вот, я только родила, я не буду никому ничего наливать, типа, ко мне домой не едьте, я буду отдыхать. И на нее сразу налетели вот эти вот ожешки. Типа, вообще стыдоба какая, ее, походу, неправильно воспитали, зачем ты отдала своего сына за эту женщину, она не будет нормальной женой, она не будет хорошей мамой. Ужас. Просто из-за того, что она им чай не налила. Такой вот у нас менталитет в Казахстане ужасный. Да. Ну, если бы не наш менталитет, мне кажется, у нас в Казахстане было бы намного лучше. Да. Я бы не сказала, что Казахстан — это плохая страна. Вот природа, это все, это, конечно, классно. И вот, ну, есть традиции, которые очень классные тоже, да? Да. Там Наурыз и так далее. Но вот менталитет — это вот все портит. Еще государство. А какая фраза от родственников больше всего обижает? Обижает. Ну, наверное, если они говорят, что я будущая мать. Типа, они говорят: ты будущая мама, поэтому ты должна уметь это делать. Чаще всего я слышу это от бабушек, Да. а от мужчин, родственников, я особо ничего не слышу, потому что они ничего не говорят. Типа вот именно те, кто вставляет свои 5 копеек, это именно женщины, бабушки именно старые. Типа они говорят: ты будущая мама, поэтому научись делать это или научись делать то. И если я начинаю говорить, что я не выйду замуж, типа я уеду за границу, буду заниматься своим будущим и типа буду работать, они сразу такие: да кому ты там стелишь, ты все равно там будешь килинкой, будешь мамой, будешь носить платок, будешь там готовить, и если ты не будешь все это уметь, то типа все эти недовольства придут твоей маме. И они начинают трогать сразу мою маму, типа она меня не так воспитала, то что я просто плохая девочка, меня это очень сильно задевает прям. Мне мама вообще не говорит насчет темы женитьбы, замужества. Она, наоборот, говорит, чтобы я занималась своим будущим. Да, мне Чтобы тоже я говорит. сначала отучилась, обязательно отучилась,
прожила свою жизнь спокойно, потому что, ну, если ты будешь замужем, то по-любому будут какие-то ссоры, какие-то недопонимания, поэтому будет стресс. И мама говорит, типа, чтобы вот этого всего не было, ты лучше проживи сначала спокойно. И, может быть, там, после 30 или когда ты сама захочешь, ты выйдешь замуж. Вот, мне нравится, когда мне это говорят. Да. Но вот некоторые родственники, бабушки именно, они портят вот эти слова мамины, типа, ты будущая мама. Мне мама тоже такое говорит, типа, если ты выйдешь замуж, то только за хорошего, умного, надежного, с деньгами мужчину. Да. А так, типа, лучше образование. Какая традиция вызывает у тебя чувство стыда? Прям стыдно за это. Это не традиция, но вот то, что девушка должна все время поклоняться. Вот это меня бесит. Ну, типа, если вот взрослым людям, если она поклоняется, то нормально, ладно. Но я вот видела давно, когда я была маленькая, когда мы жили в другой квартире, когда к нам приходили гости, там приходили женщины, которые были возрастом, как моя мама, но почему-то моя мама должна им поклоняться. Я вообще этого не понимала, и мне было стыдно. Типа, почему есть такие традиции, почему женщина должна вообще поклоняться кому-либо? Да. Если бы только енешкам своего мужа, то ладно, это понятно, типа, она старшая, и к ней должно быть уважение. Ну, в принципе, типа, поклоняться — это красиво, по идее, но Да. не всем, не кому подряд там. Ну, может, там тем, кто старше тебя прям. Да. Бабушки, дедушки, но не Это тем, просто- кто твоего возраста. Да. Если старше, ну, это просто проявление уважения, а если Да. тем, кто возрастом, как ты, то ты как будто просто унижаешься и поклоняешься им. Что ты думаешь о традиции алпашу? Я не люблю эту традицию. Да. Типа, в большинстве случаев алпхашу, да, там девушка против этого. И ее забирают просто, как будто крадут, честно. Это же вообще нелегально на самом Да. деле. Они просто крадут девушку. Даже если там они были знакомы, общались, все равно. Надо нормально обсудить с девушкой, что вот ты мне нравишься, я хочу тебя взять замуж. Да. И только с согласием делать эту традицию. Но у нас в Казахстане в большинстве случаев это делают без обоюдного согласия, и у девушки не остается выбора только как выйти замуж. Потому что если она не выйдет, то там ее қарап ұстайды, либо ұят болады. И то, что вот когда девушку привозят, и она хочет уйти, то, что там его мама ложится на пол Да. и говорит, если ты меня перейдешь, то я тебя прокляну, вся твоя семья будет проклята, и ты сама будешь проклята. Вот зачем это делать? Типа, девушка не хочет твоего сына, зачем ты ее держишь насильно тогда? Я тоже вообще не понимаю этого. Ну, типа, если бы девушку отпускали, то это было бы нормально. У меня опять телефон упал. Но они ее не отпускают и держат ее насильно просто. И еще в Казахстане, ну, наверное, сейчас этого уже нету, алпхашу, типа, не так часто. Но именно давно женщины именно говорили, родители самой этой девушки говорили ей, чтобы она осталась там, потому что ее отпулады, если она уйдет. Да. Опять эта тема ее отпулады. Вот. Но сейчас, мне кажется, уже меняется потихоньку, и вот эту традицию вообще убирают. И типа сами мужчины и сами женщины понимают, что это вообще странная тема. Вот. И даже если забирают, то это только с обоюдным согласием. Только в недавнем времени. Кто-то вообще эту традицию называет романтикой. Типа, это романтика. Классно. Это вообще не романтика. Вот именно, типа, если он сделает нормальное предложение, там, на одно колено встанет, купит ей дорогое кольцо, вот это романтика. А то, что он просто в машину запихнет и домой привезет, это не романтика. Да. Тем более она там придет домой и сразу начинает вот эту тему поклоняться всем, кто будет приходить. Сразу этот платок надевают, и все. Типа она просто как килинка сразу становится. Для меня килинка, честно, ассоциируется как будто на раб. Просто. Как будто просто уборщица в их доме, и все. А что бы ты хотела сказать, но молчишь, только потому что так нельзя, типа сказать, по традиции. И отплод. Ну, если мы сидим если мы сидим за семейным столом, и там кроме семьи есть еще люди, ну даже если просто семейный стол, я не могу затронуть тему именно там ЛГБТ, либо феминизма, особенно тему вот ЛГБТ, потому что, я сама к этой теме отношусь нейтрально, и когда я хочу сказать то, что вот это ненормально, что люди просто так могут избить там гея, или просто так могут унизить лесбиянку, и я хочу сказать, что это ненормально, но я боюсь, что меня осудят. Типа, могут сказать, что типа я неправильно говорю, и могут разочароваться во мне, поэтому я обычно молчу. Но именно дома я могу сказать об этом, и мне ничего не скажут, типа, меня поддержит мама. Папа, конечно, говорит, что всех геев надо расстрелять.
Ну, он просто шутка это говорит. А так, на самом деле, вообще и маме, и папе, им всем все равно на этом. Мне тоже все равно. Ну, мне Я тоже вообще всё не равно. понимаю, зачем? Пусть все занимаются своими делами. Да, Типа, какая тебе разница, что они делают? вот именно. И, ну вот, особенно вот эти вот темы, вот эти две темы, феминизм и ЛГБТ, вот именно вот эти две темы, они сложные, чтобы обсуждать именно в Да, Казахстане. Да. Потому что если ты будешь говорить о феминизме, просто все мужчины тебе налетят, скажут, типа, после этих слов она пошла стирать носки. Вот это прям бесит. Особенно в ТикТоке, когда девушки выкладывают же о феминизме, именно к казахской аудитории, если это попадает, то там в комментариях пишут, типа, после этого она пошла агрессивно стирать носки. Я вообще это не понимаю. Они что, ненормальные, что ли? Я не задала очень много, я не задала многие вопросы, которые я хотела, но это мы обсудим в следующем эпизоде. Так что подписывайтесь и следите дальше. Будет очень много эпизодов, будет очень много классных тем, о которых мы будем говорить. Так что всем пока. Всем пока! Всех люблю и целую. У нас один. Так, какую можно тему обсудить? Не знаю. Когда слышно? Мы тут обсуждаем, у нас тут второй эпизод, снимаем второй эпизод. Да, с новым ведущим. Ты все время вот так делал, Глаз. Ты все время вот так делала. Подождите. Вот так слышно, если вот так сделать? Прикиньте, сделать подкаст. Здравствуйте. Здравствуйте, сегодня у нас на канале. Да гемор надевай. Не вот так будем кричать. Сейчас. Я думаю, что у женщин нет прав. Как ты думаешь? Я тоже так думаю. Я думаю, они Вообще, должны дома они сидеть. должны просто приходить домой, Стирать. стирать, убирать. Готовить. У них место только на кухне. Только на кухне. Они должны носить вот такие вот платья, вот такие вот. Вот такие до сюда прям. Чтобы аромат вот такой. Да. Чтобы все закрывало. Да. Это не... Если ты- Все, заканчиваем. До свидания. Всем пока, второй эпизод у нас скоро будет. Давайте, всем пока.